Друзья, всем привет! Сегодня у нас будет очередное видео про камерки видеонаблюдения. Но сегодня у нас будет не обзор на какую-нибудь новую модель. Сегодня мы поговорим о надежности этих устройств. В своих видео про камеры, про настройку, про обзоры на них и так далее, я часто нахожу комментарии, что китайский фуфел умрет за неделю и так далее. И некоторые даже утверждают, что у них так и произошло. Но могу вам сегодня все это дело опровергнуть и представляю вашему вниманию мою самую первую камеру. Самую первую камеру, которую я вообще купил на Алике, было это в начале 2020 года, где-то в середине 2020 года я ее повесил. Только в этом году я ее снял, и то из-за того, что повесил на ее место там более крутые, более интересные модели. А эта камера провисела на улице 4 года, и она до сих пор беспроблемно работает. Что же я сделал не так? Почему же она не сломалась через неделю? Первое, о чем стоит сказать, что данные камеры хоть и имеют какой-то класс влагозащищенности, но их на самом деле лучше вешать таким образом, чтобы вода на нее напрямую не попадала. То есть она у меня висела под козырьком небольшим. Вот как это выглядело. И вода напрямую на нее сверху, там ни снег, ни дождь не лили. Только если уже там слишком косой дождь, ну или там туман, всякая влага и так далее. Конечно, да, это попадало. Но напрямую на нее страшные ручьи не лили. Это первое. Второй момент. Такие камерки горят, если у них плохо заизолировать. На самом деле вот здесь вот переходнички, конечные провода. Камерка эта работала у меня по Wi-Fi. И, как видите, провод, который идет именно LAN кабель, он был намертво замотан изолентой. И туда ничего не протекло, ничего не замкнуло. Точно так же, который сюда переходило гнездо питания 12-вольтовое, тут был тоже такой кулак изоленты намотан. И туда тоже ничего не проникло, поэтому ничего и не погорело. Как вы можете видеть, по сравнению с новой, беленькой, чистенькой, красивой камерой, которую только что достали из коробки, эта камера, не знаю, передает ли камера мобильного телефона, но она реально желтая, она вся пожелтела, то есть пластик выгорел, она вся в каких-то вон букашках и всякой мелочи, к ней что-то прилипало. Эту камеру очень любили насекомые, на нее на инфракрасный свет ночью реально летят мотыльки, там мухи, все подряд. Вот эти места. И сама линза камеры очень сильно засирается насекомыми, то есть все это надо периодически протирать. Здесь даже видно следы, как, не знаю, как это назвать, как смолы какой-то. То есть они сюда садились, ну и смолили себе потиху. Также можно заметить, что во всяких разных отверстиях камеры, то есть, допустим, вот здесь вот, где болтик вкручен, или вот здесь вот, где камера должна крепиться к стене на саморез, тут вообще он забито каким-то воском, то есть, возможно, там даже где-то маленькая пчелка могла вылепиться. То есть тут уже кто-то соты лепил свои, яички откладывал, личинки. А внутри, если открыть крышечку, то внутри на самом деле очень чистенько. То есть там никаких следов жизнедеятельности насекомых или влаги, или еще чего-то, ну, не просматривается. И флешка вынималась отсюда тоже идеально чистенькая, она была как новая. То есть герметизации тут, в принципе, вопросов нет. Что касается погодных условий, в каких погодных условиях она висела, напомню, живем мы в Республике Беларусь. Летом у нас бывает по плюс 30, а зимой у нас бывает минус 30. И в минуса, и в хороший плюс эта камерка ни разу не глюкнула, не вырубилась, она постоянно нормально работала. Претензий к этому нет в принципе. То есть, ну, и морозы эти вещи переживают очень даже неплохо. Главное, мне кажется, что если когда идет какая-то сильная сырость, допустим, 0 градусов, какой-то туман и так далее, понятно, камера это будет вся мокрая, она будет вся в измороси такой. И если ударят сильные морозы, и она схватится там инеем или льдом, то крутить, вертеть поворотные механизмы, конечно же, не стоит, потому что все это дело там может поломаться просто-напросто. Ведь они, ну, на самом деле не такие уж и мощные там эти механизмы. Что же касается блока питания, то он у нас находился постоянно внутри дома, внутри помещения, а от него уже до камеры был протянут удлинитель 20-метровый. Поэтому он, в принципе,
не изменился вообще. Он выглядит как новый, беленький, красивенький, все, он работал, не грелся, никаких вопросов к нему тоже нет. 4 года он пахал, все окей. Таких камер у меня прошло уже через руки, ну, наверное, больше десятка. 6 из них трудятся у меня на постоянной основе. У меня, у родителей дома, они висят на улице, и с одним объективом, и с двумя, и с объективами на 180 градусов, и на 3, и на 5, и на 2 мегапикселя. И я даже вешал на 8, но потом, правда, снял, очень сильно забивает интернет-канал. Все эти вещи, если их правильно повесить под козырьком, чтобы на нее напрямую не лила вода, нормально заизолировать все вот эти вот штекера и так далее, они отлично работают и хорошо себя показывают. Поэтому, если у вас камера сломалась за неделю, то явно проблема не в камере. Еще на всякий случай маленькая подсказка. В данных камерах есть очень классные функции. Это отправка фото-видео на FTP-сервер по тревоге, отправка на электронную почту фотографий. И некоторые мне писали в комментариях тоже, что вот через полгода перестала отправлять фотографию на электронную почту или через год. Так и есть. Нужно зайти в свою электронную почту и сменить пароль. Каждый год обновляется пароль на устройство. То есть вам нужно взять с почтового ящика новый пароль и через программку там VMS или CMS зайти в настройки на камере и заменить там пароль. Все продолжает нормально работать. А эта камерка, кстати, продается до сих пор, хоть и была куплена 4 года назад. В ней есть все абсолютно нужные функции, она очень бюджетная. У меня была модель на 2 мегапикселя, поэтому, честно, до сих пор рекомендую. Если вам нужно просто где-то там на расстоянии 5-7 метров смотреть на какую-то дверь или двор или так далее, не надо там супер четкость. Берете камеру на 2 мегапикселя, в ней все эти сопутствующие супер фишки есть. Все очень просто легко настраивается, обо всем об этом рассказано на канале. Конечно же, ссылочку на эту камеру оставлю в описании. Я ей остался очень доволен, поэтому могу поставить ей твердую 5 и рекомендовать ее. Ну, а кому видео было полезно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, а мы продолжаем. Всем пока!